Всем привет! Сегодня я расскажу, как я ухаживаю за годовалой клубникой. Эту клубнику я посадила в августе месяце в прошлом году. И в этом году она у меня уже даст первый результат, первые плоды, первые ягоды. Каждый год я делаю одни и те же манипуляции. И в результате получаю очень богатый, хороший урожай ягод. Сейчас я расскажу, в чем особенность данного ухода. Как видите, этим кустикам и нету даже еще одного года. А они уже плодоносят, цветут, и в этом году будут первые ягодки. Сорт клубники называется Альбион. Он мне очень нравится. У меня это уже не первая грядка, а вторая. На первой грядке уже кустики двухгодовалые. Ягодка очень вкусная, крупная, хорошо хранится. В общем, мне самой очень нравится. Давайте перейдем теперь к тому, как я ухаживаю за клубникой. В первую очередь я хорошо проливаю землю. Жду, пока немножко земля подсохнет. Затем смотрю, какие листочки не очень хорошего качества, вида, да, пожелтели, покраснели, либо чем-то заболели. Все их обрезаю. Также делаю с усами. Усы мне не нужны, так как усы забирают питание у клубники, а также силы, и ягоды мельчают в итоге. Поэтому усы я также у клубники все убираю. Они мне не нужны на молодых кустиках. Самое главное, чтобы хорошо сформировался куст и дал ягоды в этом году. И все усы также в течение всего лета я буду с этих кустов убирать. В результате на следующий год ягод будет в разы больше, кусты будут мощнее. После того, как я все обрезала, я рыхлю земельку и укладываю мульчу. Сначала скашивается трава, затем она немножко сушится, и потом затем эту траву я укладываю промеж кустиков. От кустика отступая где-то 1 сантиметр для его хорошего формирования и чтобы он как бы не гнил и, можно сказать, что дышал. Назовем это так. Чем мне нравится такое мульчирование? Во-первых, оно ничего не стоит. То есть траву я использую со своего огорода. Если делать такое мульчирование под ягодами, в результате этого не происходит иссыхание земли, то есть под мульчой всегда хорошо сохраняется влага, почва такая влажная, червяки активно разрыхляют ее. Кроме этого не растут сорняки, и вообще мне этот способ очень нравится. Использую его не только для клубники, но и для малины уже очень много лет. И после всех этих манипуляций я проливаю водой уже с удобрением. То есть еще раз подкармливаю клубнику перед тем, как она начнет активно плодоносить. В лейку 10-литровую добавляю 1 литр настоя из травы. В данном случае это крапива и зола. Заливаю все в леечку и поливаю под корень примерно по литру полтора на каждый куст. Это будет пока последняя подкормка. Следующая будет подкормка после того, как куст отплодоносит. И, конечно же, после того, как все я это сделала, необходимо поставить дуги и закрыть наши ягоды покрытием, чтобы не кушали птички. А то у нас каждый год, если ягоды не закроешь, птицы съедят все ягоды. И зеленые в том числе. Поэтому я сразу закрываю, потому что ягоды начинают созревать. Чем удобно такое покрытие? Что через него проходит свет. И в результате ягодки также активно наливаются, только под пленочкой, да? Ну, пожалуй, это все, о чем я хотела бы рассказать на данный момент. О сортах клубники я расскажу чуть позже. У меня 21 сорт клубники разный. Расскажу о вкусовых качествах, потом, когда ягодка созреет, о том, как выглядит куст, какие усы, сколько дает усов, ну и так далее. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам хороших урожаев. Всем пока!